Приглашаю вас на очередную прогулку вечернюю. Это такой забор потрясающий. Пахнет прекрасно. Вот такие у нас заборы. Ну что ж, мы прогулялись, насладились красотой забора. Ну а теперь переходим к нашему уроку. Здравствуйте! Сегодня мы делаем выкройку и шьем кофту кукле с покатым наклонным плечом. По плечу нет шва. В сравнении с платьем, которое мы раньше шили и делали выкройку, у нас здесь проблема с обработкой горловины будет. Самая неприятная история. Вот в платье у нас не было таких проблем, потому что горловина обрабатывалась вместе со швом плечевым. Здесь мы отдельно обрабатываем либо косой бейкой, либо, как у меня, просто подшила, потому что у меня качественный трикотаж. Вот такую выкройку мы с вами сегодня сделаем. Выкройка делается легко и просто, за 5 минут, как всегда. Никаких компьютерных программ у нас нет. Мы все делаем руками. Пишем, рисуем и строим выкройку без компьютера, без всяких компьютерных приспособлений. Берем 2 листика бумаги и, как всегда, начинаем с того, что рисуем то, выкройку чего мы хотим построить. Нехитрым способом, от руки, просто рисуем кофточку с наклонным плечом. Примерно под 30 градусов наклон. Нужны замеры. Окружность груди. На чертеже отмечаем, где это. Отмечаем длина рукава. Отмечаем окружность горловины, потому что ширина шеи у всех кукол разная. Окружность руки. Руки тоже разные. Длина изделия. Вот отметили на чертеже. Сейчас мы сделаем замеры и все напишем. Окружность груди 20 сантиметров. Длина рукава от плеча замеряем 7 сантиметров. Можно любой длины рукав делать. Шея у всех кукол разная, у одних тоненькая, у других толстенькая. У нашей куклы она толстенькая. Окружность ручки 7 сантиметров. Длина изделия совершенно разная. Мы взяли 7 сантиметров. Переносим все наши замеры для удобства на выкройку. Вот красным цветом я пишу наши замеры, чтобы мы легко дополнительно ориентировались. Теперь берем желтый листик у нас и вырезаем из листа формат. Извините, квадрат. Формат у нас А4. С форматами я чуть позже вам расскажу. Вот такими способами мы перегинаем наш квадратик из листа. И у нас образовались вот такие линии. У квадрата 4 оси симметрии. Вот мы 2 оси симметрии начертили и квадратик один вырезали. Вот из квадрата у нас получилась такая одна фигурка. Теперь к следующей оси симметрии, которая соединяет углы, мы сгибаем. Вот так
просто сгибаем. И, собственно, выкройка у нас готова. Мы прикладываем и видим уже и наклон рукава, и тело нашей выкройки. Осталось только мелочи. Окружность груди 20 сантиметров мы делим на 4, потому что мы 1/4 часть выкройки строим. Вот от оси симметрии на уровне груди от точки А мы откладываем вправо 5 сантиметров. Влево можно отложить 5 сантиметров, чтобы вы понимали, что мы делаем. Но мы будем по оси симметрии вырезать, поэтому достаточно отложить в одну сторону. Дальше мы берем окружность руки, 1/2, и откладываем от линии наклона по 3,5 сантиметра. И линия получается параллельно линии наклона рукава. Вот мы дорисовали нашу выкройку. Окружность горловины у нас 10. Ну, берем половинку. 2-5 сантиметров идет наперед и 5 сантиметров назад. От оси симметрии по 2,5 сантиметра. Вот мы 5 сантиметров наперед отложили. Отложили длину рукава от точки А, от точки горловины. И чуть-чуть припуска дали. Если желаете сделать подлиннее рукав, вот припуск мы немножко отложили. И выкройка у нас готова. Сгибаем по оси симметрии и вырезаем уже готовую выкройку. Форму горловины вы можете делать совершенно разной. Округлую можете сделать более острой, на ваше усмотрение. Выкройка у нас готова. Если мы делаем в виде распашонки, она совсем готова. Но если мы хотим сделать с застежечкой, чтобы друг за другом заходила застежка на пуговицу, на липучку, на кнопку, мы просто должны дать припуски на вот этот вот заход, застежку. Расписываем для себя, чтобы мы понимали, где рукав, где спинка, где вперед. Это для нас. Мы расписали, по оси симметрии согнули. И сейчас мы будем делать вот добавочки из материала на застежку. Для этого берем листик бумаги формата А4 210 на 297 миллиметров. Сгибаем по оси симметрии, прикладываем к сгибу листа, и просто на листе дорисовываем наш запах. Это припуск на застежку. Если мы хотим сделать из другого цвета материала, то мы просто дострочим другой кусочек материала. Сейчас мы просто вырезаем. Выкройка у нас совершенно готова. Можно приступать уже к тому, что прикладывать ее к ткани и вырезать. Вот мы новую нашу выкройку с запахом, с припусками на застежку уже построили. Она отличается от желтой тем, что есть вот эти добавочки. Сгинаем, выкройка у нас совершенно готова. И начинаем кроить по ткани. Это я вам не показываю, это вы уже все знаете самостоятельно. Я желаю вам удач, творческих успехов, до новых удивительных встреч. Пожалуйста, пишите свои комментарии, что бы вы хотели еще пошить, какие выкройки вы хотели бы построить. Вот сейчас я вам рассказываю, что сначала обрабатывается рукав, это первое, потом горловина обрабатывается, это второе, и на запах третье мы прострачиваем по боку, и самое последнее, четвертое, мы подгибаем низ и прострачиваем. Поэтому
Всяческих вам успехов и удачи! А сейчас я вам расскажу очень просто, как определить формат бумаги. Вот стандартный офисный листик у нас А4, размер его 210 на 297 миллиметров. Больший формат А3 – это мы берем меньшую сторону и умножаем на 2. В данном случае 210 мы умножаем на 2, получили 420, а большую сторону мы не трогаем, она такой же остается. Дальше. Формат А2. Опять меньшую сторону мы умножаем на 2, а большую просто переписываем. Просто переписываем. 420. А формат А1 опять меньшую сторону умножаем на 2, а большую сторону оставляем без изменений. То есть мы, зная формат А4, все время умножаем меньшую сторону, а большую у следующего формата мы оставляем без изменений. Единственное, что здесь появилась единичка 841. До следующих новых удивительных встреч!